Всем привет! Меня зовут Владимир Мельников, и я снимаю видео для своего канала на YouTube, в частности про основы электротехники. Сегодняшняя тема – основные параметры конденсаторов. И первым основным параметром является емкость, определение емкости. Способность конденсатора накапливать и удерживать на своих обмотках электрический заряд под действием приложенного напряжения. И емкость определяется по формуле C равно Q деленное на U, где C это емкость конденсаторов, Q величина одной из пластин, U разность потенциалов, оно же напряжение. Что такое напряжение, я уже рассказывал в самом первом видео и в последующих видео, приложенное к пластине. Второй параметр – это температурный коэффициент емкости, сокращенно в виде аббревиатуры ТКЕ. В предыдущем видео про сопротивление я говорил ТКС, но по сути тут они похожи. Только здесь температурный коэффициент емкости измеряет емкость, а сопротивление резисторов характеризует изменение температуры на 1 градус. Третье. Сопротивление изоляции конденсатора зависит от качества диэлектрика и определяется отношением напряжения постоянного тока, приложенное к конденсатору, тому утечки, и выражается в мегаомах и гигаомах. По сути, сопротивление существует везде, и конденсатор не исключение. Вернее, его элемент, из которого он стоит, не исключение. Четвертое. Потери энергии в конденсаторе складываются из потери энергии в диэлектрике и пластинах. Ну, тут ничего заумного нет. Тут проще некуда. Пятое. Электропрочность оценивается пробивным, испытательным и номинальным напряжением. Проще говоря, прежде чем конденсатор отдать на продажу, в магазины и так далее, чтобы покупатель купил конденсатор, его проверяют на работоспособность. Номинальное напряжение – это то, на которое он, собственно, рассчитан. Там конденсатор рассчитан, скажем, на 20 микрофарад. Все. Если он выполняет эту задачу, номинальное напряжение, все, значит, он рабочий. Испытательное напряжение – это когда, наоборот, завышают либо занижают данные нормы. Если он рассчитан на 20 микрофарад, то наоборот завышают или занижают, чтобы узнать, выдержит он или не выдержит данный конденсатор. И третье, это пробивное напряжение. По сути, это такое высокое напряжение уже смотрят на способность, выдержит он или не выдержит. То есть вздуется конденсатор или не вздуется, сломается или не сломается. Вот и все. Еще раз напомню про щелочные конденсаторы. У них специальная пометочка есть, такая белая полосочка. Вот, суть в чем заключается. Если обычный конденсатор вы впаяете в подложку микросхем разными концами, там захотели одним концом, захотели другим концом, то ничего не произойдет. А если вы щелочной конденсатор перепутаете, то он у вас выстрелит из микросхемы, как салют на Новый год. Вот. А может кому-то в глаз попасть. Это я уже вам говорю по технике безопасности. Прошу это не забывать и учитывать. И шестое. Собственная индуктивность конденсатора. Эта индуктивность создается выводом и обмотками. По сути, тут добавить нечего. Тут все очень просто и понятно. Индуктивность бывает на
выводах и обмотках. Выводы — это вот эти ножки, собственно, которые впаиваются в микросхему. Там бывает самоиндукция. И обмотка. Ну, там уже в зависимости от конструкции встречаются эти пластины, обмотки и так далее. Условное обозначение конденсаторов. Как я уже говорил во многих видео, там конденсаторы, резисторы и так далее. Вот на конденсаторах, резисторах, ведь все-таки не все умещается, да, большие тексты туда не уместишь, и поэтому придумали специальное условное обозначение, чтобы приблизительно люди понимали, что это за конденсатор, из какого материала он состоит, на что рассчитан, на какие нагрузки там, емкость, которая может в себе содержать электрический ток и так далее. Так вот, проведем расшифровку. Сокращенное условное обозначение конденсатора состоит из следующих элементов. Одной или двух букв определяет тип конденсатора. К – постоянный конденсатор, самый простейший. КП – переменный конденсатор, рассчитан на переменный электрический ток. И КТ – подстрочечный, но это который можно менять с помощью отвертки. И цифры обозначают используемый тип диэлектрика и группу по рабочему напряжению, порядковый номер разработки. То есть, проще говоря, диэлектрики, по сути, относятся к сопротивлению. То есть, а сопротивление, в свою очередь, не дает прохождения электрического тока или дает, но снижает пропускную способность. Что такое сопротивление и так далее, можете посмотреть в моих предыдущих видео. Вот предыдущее видео и что такое сопротивление в одном из моих предыдущих видео ранее. Вот, они тоже подразделяются там по цифрам, по буквам и так далее. Ну а на этом все. По сути, сегодняшнее видео относится как к дополнению к конденсаторам, что такое конденсатор, предназначение и так далее. Вот, в будущем я планирую посвятить целую тему, что такое аккумулятор. По сути, аккумулятор и конденсатор — это все одно и то же. Просто такое более сложное устройство. А выполняет она ту же функцию — накапливать себе электрический ток. Но об этом я буду рассказывать в будущем. Ну а на этом все. Всем спасибо. Не забывайте писать комментарии. С удовольствием их буду читать. Также не забывайте ставить пальцы вверх, лайки. Подписывайтесь на мой канал. И не забывайте ставить колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну а на этом все. Всем спасибо. До новых встреч.